Не успели отгреметь фанфары выступления Петра Алексеевича Порошенко, оно на самом деле было феерическое. В Мариуполе, как вот уже Петр Алексеевич Порошенко выступает в другом месте, а именно в КПИ. На 1 сентября он пришел, День знаний, знаете, и решил пообщаться со студентами. Нормальное желание нормального президента. И начинается общение. Он рассказал о том, что правильно присвоено звание Сикорского. И я считаю тоже, нормально. Но дальше он начинает рассказывать интересное. Дуже вдячний вченим університету за ті унікальні розробки, які підвищують рівень обороноздатності нашої держави. Сходу сразу о милитаризме. Петр Алексеевич Порошенко, хоть он и говорил, что он президент мира, но он вроде бы как какой-то милитаристический человек. 1 сентября. 1 сентября. Приди ты к студентам и что-нибудь скажи им такое, знаете, там, вот я когда учился, вот я стал президентом, потому что хорошо учился, что-нибудь такое, более или менее. Обороноспособность страны. И никто не одернет, не скажет, Петр Алексеевич, 1 сентября. КПІ і його студенти зробили величезний внесок в нашу перемогу під час Революції Гідності. Революція Гідності, події на сході нашої країни, на Донбасі, Небесна Сотня, 1 сентября. Петр Алексеевич, за штанину його. Петр Алексеевич, 1 сентября. І ми завжди маємо пам'ятати і Героїв Небесної Сотні. 1 сентября, праздник, Петр Алексеевич устраивает минуту молчания. І я нашу зустріч розпочав з покладання квітів меморіалу Небесної Сотні, вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Ну вот, вроде бы как основное сказал, можно уже все-таки как-то вспомнить про 1 сентября, День знаний. Петр Алексеевич, студенты перед тобой стоят. И он начинает говорить о... Повернення окупованих територій на сході нашої країни. Да, это очень интересно и очень своевременно, но все-таки Петр Алексеевич 1 сентября, и он не вмазанный сегодня. То есть его выступление в Киеве отличается от его выступления в Мариуполе, отличается разительно, но он несет какую-то... Коли ми маємо сильні збройні сили та інші силові підрозділи. Какие силовые подразделения? Ты выступаешь перед КПИ. КПИ еще пока что, не военный вуз. Если бы ты выступал там в Багуна, к примеру, там, это там, где суворовцы раньше учились. Если бы ты выступал где-нибудь там в Квирту, оно еще есть, не закрыли еще. Короче, в любом из военных вузов Украины это было бы уместно. Это КПИ. І наскільки вони сильні, ви могли переконатися декілька днів тому, менше тижня. 24 серпня. О нет, опять про великолепное, новейшее, мощное, грозное вооружение, на которое с дрожанием всех частей тела смотрел весь мир. Нові танки, артилерія, системи залпового вогню, ракети. Да-да, новейшая система ГРАД и новейшие танки, как бы их назвать, Т-108Б. Бронеавтомобілі, новітні БТРи. Безумно интересно, да, все новейшее было, правда мы это уже видели в 2008 году, практически все вот это вот новейшее, но ладно, хорошо, может быть перейдем там к 1 сентября, Петр Алексеевич, 1 сентября, КПИ, студенты, там. В тому числі і мій звіт, що вдалося зробити за 2 роки. І кожна копійчина мала б бути витрачена з максимальною ефективністю. Да, ты молодец, ты можешь отчитаться за каждую копейку, ты накупил новейшую систему ГРАД на эти копейки, хорошо. 1 сентября, там, студенты. Видав директиви нашим представникам в тристоронній контактній групі. О боже, да какая контактная группа? Перед тобой студенты стоят. Это 1 сентября, это КПИ. Петр Алексеевич. Дай Боже, щоб були імплементовані безпекові компоненти Мінських угод. Какие компоненты? Петр Алексеевич, День знаний, День знаний! На території Російської Федерації за український кордон. Дай Боже, щоб були звільнені украинские заручники. Какие украинские заложники? Понятно, да? Хорошо, об этом можно поговорить. Но вне пределов КПИ 1 сентября. Зачем ты перед студентами вот это вот распинаешься? Просто, площадку нашел. Думаешь, лишний раз расскажу или что? Дальше его будет нести еще круче. Ви знаєте, яка ключова умова забезпечення миру на Донбасі? Да, это очень интересно студентам КПИ. Они все говорят, как будто бы, да, Петр Алексеевич, расскажи ключевое условие достижения мира на Донбассе. Это очень интересно. Правда, мы, наверное, знаем, что ты имеешь в виду. Ты же вчера это говорил. І далі є ключовий фактор безпеки, дорогі мої. Який? 409 кілометрів і 300 метрів
неконтрольованого Україно-російського кордону. Как в воду глядели, слушайте, вообще в случае с Порошенко можно ездить вот на следующий день, через неделю, через месяц на его новые выступления и чувствовать себя просто предсказателем, знаете, каким-то Вольфом Мессингом. Це 409 кілометрів і 300 метрів неконтрольованого кордону з Російською Федерацією. Маємо і ніяких найманців, ніяких російських військ, ніяких артилерій. І не буде на українській землі регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, найманців, ніяких артилерій, танків з російського воєнторгу. Не буде в нас танків, ракет, артилерії, БТРів, БМП. Ну, здесь он чуть больше рассказал. Можно еще дальше перечислять. Не будет у нас касок, не будет сапог, грязных сапог, которые топчут Донбасс. Ну, это все классно. И об этом можно говорить, и даже нужно, но только не 1 сентября, не перед студентами. Що зараз хочуть ті, хто живе на Донбасі? Они хотят миру, как все мы. Ну, 1 сентября, Петр Алексеевич. Да, просто уже, если бы рядом с ним стоял гномик, который бы дергал его всегда, когда его начинают нести, у него бы штаны постоянно спадали. Ми відкрили там дитячий садок. Люди були здивовані. З 95-го року їм обіцяли дитячий садок. Каже, як же так? Подивіться, був мир, ніхто в нас нічого не будував. І зараз, під час війни, ви знаходите сили для того, щоб в розірваному війною Донбасу. Ну, а когда еще можно похвастаться, опять-таки, открытием детского садика? В принципе, в нормальных государствах, даже в более или менее нормальных государствах, детские садики открывают без присутствия президента государства. Ну, может быть, в государствах маленьких, таких, крошечных, да и то сомневаюсь. А здесь же он хвастает уже второй день этим детским садиком. Причем тем самым детским садиком, деньги на которые выделили в 2012 году, а потом в 2014 году, в начале, до президентства Порошенко. Ми в Мангуші відкрили новий дитячий садок. До дитячого садку вчити українську, вчити любити Україну. А вони будуть навчатися бути українцями. Я все-таки рассчитываю, что эти дети в Мангуше, они будут еще чему-то учиться, кроме как любить Украину и быть украинцами. Потому что быть украинцем это классно, но это как бы не профессия, и это не знание. І ви знаєте, очі в цих дітей. Вчора вони розповідали мені вірші українською і співали пісні. Це те, це для чого вартує жити. А студенты стоят, горящие взгляды. Как интересно, дети пели песни и читали украинские стишки Петру Алексеевичу Порошенко. Когда еще это услышишь, как не 1 сентября? Обличчя і світлі очі. Їх віршики і пісні українською мовою. Но что-то ты мало сегодня сказал про русский мир. Порошенко, кстати, про русский мир говорит больше. Вот я больше слышу от Порошенко про русский мир, чем я слышу это где-то в других местах. І те, чого їм не здатен дати руський мір, який використовує українців лише як гарматне м'ясо. Ну, все, наверное, хватит уже на этом. Давай, может быть, перейдем все-таки к чему-то там, что важно учиться. Важно много читать книг, важно быть полезным для своего государства. Нет, я взял участие, говорит, в открытии Домной. Я взяв участь в урочистому відкритті нової Домни, модернізованої, вдвічі збільшилася потужність. А стоит эта Домна? Загальний обсяг інвестицій $300 мільйонів, тільки в Дому $90 мільйонів. Все, на этом стоп. $300 миллионов, общий объем инвестиций. Домна стоит 90 миллионов. Где остальные еще $210 миллионов? $210 миллионов, это сейчас в Украине, но ни копеечки. Факт, ни копеечки. Сколько же все-таки инвестиций пошло вот туда вот? Давайте посмотрим видео Метинвеста. Инвестиции группы Метинвест в реконструкцию 4-й Домны составили $90 миллионов. Ни про какие 300 речи не идет. 90 миллионов. Да, 300, не говорят. Они бы сказали про $300 миллионов, я так думаю. Реконструкция доменных печей на Азовстале, которую мы планируем делать фактически ежегодно сейчас. Весь проект, стоимость его $93 миллиона.
Такого проекта на тот период времени не реализовывала ни одна компания на Украине. Если весь проект стоит 90 миллионов долларов, то зачем говорить про 300 миллионов долларов? Просто чтобы красивее звучало, или как, может быть, 210 миллионов долларов сам тайно инвестировал Петр Алексеевич Порошенко, потому что весь проект стоит 90 миллионов долларов, а не 300 миллионов долларов. Может быть, где-нибудь эти 210 миллионов долларов все-таки и прошли, но они все стесняются сказать. И стесняются сказать в Украине, да-да. Збільшується експорт, міцніє валюта, збільшується відрахування до державного бюджету. Да, с каждым днем все веселее жить. Порошенко рассказывает об укрепляющейся гривне. Может быть, это он лично с ней. Может, он с ней разговаривает по вечерам, знаете, как бы, когда есть настроение, говорит: крепись, гривна, крепись, укрепляйся. И после этого вот делится своим впечатлением, что она укрепилась. Где она укрепилась? Ну, а дальше рассказывает. Это уже 5-е, говорит, предприятие, которое я открываю. І це вже 5-те підприємство, з великою кількістю, більше 1000 працюючих, в відкритті якого я беру участь. Стоп, подожди, до этого было 2 предприятия, и оба находились во Львовской области, и одно еще не работает, а на втором людям платят, мы это в предыдущем видео показали, людям платят по 3000 гривен. Здесь же открыли Домну, реконструировали ее, а ты какое имеешь к этому отношение? Я вот понять не могу. І це переконлива демонстрація того, що інвестори своєю гривнею, доларом, євро, фунтом голосують за майбутнє України. О, нет, нет! Бо це є найкращий спосіб, коли інвестор грошима, гривнею, доларом, євро, фунтом голосує за майбутнє України. Вони гривнею, доларом, євро, єною голосують за нашу незалежність. Своєю гривнею голосують за нашу с вами незалежність. Дальше следует рассказ, который уже также мы вчера слышали, о том, какой Петр Алексеевич Порошенко смелый, и что его предупреждали, что уже пушечку навели, чтобы снести ему башню. Управління Державної охорони і Служба безпеки категорично протестувала проти того, щоб ми брали участь в цих останніх 2 заходах, бо за информацией розвідки, аэрофотосъемки. Я уже запутался. Мы все-таки еще на 1 сентября в КПИ или уже где-то в другом месте? Да в том же месте. Не путайтесь, это то же самое место. 1 сентября он выступает перед студентами в КПИ. Что вы еще открыли, Петр Алексеевич Порошенко? Это очень интересно студентам послушать. І ми відкрили Центр надання адміністративних послуг. Там є новітні технології, новітні комп'ютери, немає стін, немає кабінетів, всі відкриті, прозорі. Вот это уже круто, вот это уже ближе к телу. Не какая-то там домна, к которой ты не имеешь никакого отношения. Открыл Центр административных услуг. И вчера он рассказывал: мы открыли. А откуда деньги? Леву частину видатків взяла на себе обласна державна адміністрація, територіальна громада. Ага, то есть после децентрализации вот территориальная громада теперь может за свои деньги открывать такие центры. Ну тогда это круто. Ну только у меня, правда, еще есть информация другая. Его открытие – прорыв не только для Мариуполя, но и для всей Украины. Львиную долю инвестиций по строительству современного центра взяла на себя группа Метинвест. Их вклад – 10 миллионов гривен. То есть частное предприятие вкладывает деньги в открытие административного центра. На открытие приезжает Порошенко и говорит: мы открыли. Мы пахали, я и трактор. Будемо відкривати ще 4 центри надання адміністративних послуг прямо зараз при фронтовій території. Да-да, открывай их прямо там, на месте, прямо вот в КПИ перед студентами. Возьми прям, вот сейчас прямо и открой. Открыл. Я дуже вдячний вам, я вітаю вас сьогоднішнім Днем знань. Я дуже щасливий, що сьогодні, 1 вересня, я, як президент, маю можливість зустрічати це свято разом з вами. Под конец гномик додергался за штанину, все-таки Петру Алексеевичу Порошенко, едва ее не оторвав. И Петр Алексеевич Порошенко вспомнил, что это 1 сентября, а перед ним студенты. Вот таким было выступление сегодняшнее Петра Алексеевича Порошенко в День знаний перед студентами. У нас сегодня еще будет видео, посвященное Дню знаний, а пока что на этом все. Хороший у нас президент, мне нравится.